В принципе, сама жизнь там, за решеткой, это как сборник очерков. Ты сегодня видишь одно, завтра другое. Как-то, знаете, общая обстановка остается неизменной, но люди меняются, истории меняются. То, что происходит с людьми, ты узнаешь каждый день что-то новое. То есть каждый человек приезжает со своей историей. Конечно, беда у всех общая, но, тем не менее, сами по себе истории частные и такие, которые ну, просто не придумать. Объединить это как-то в один большой роман, ну, это, на мой взгляд, сложно. Там не будет какого-то сквозного сюжета. Это скорее вот как пазлы, мозаика, коллаж, который складывается у тебя, пока ты там находишься и смотришь на судьбы. И ты живешь в состоянии, которое можно характеризовать постоянной неопределенностью. Постоянная неопределенность, насилие и несправедливость. Эти три вещи, они тебя сопровождают все это время. И вот на этом фоне постоянные вот эти вот люди, истории, которые ты видишь, которые ты слышишь постоянно. Там нет ни одной выдуманной истории, это все то, что происходило в действительности. И места, и события не вымышлены, изменены имена. Ну и сложно было заново все это переживать, потому что когда пишешь, что заново все это переживаешь, а мы же стремимся от этого опыта негативного уйти, так достаточно травматично было все это вспоминать. Мне бы хотелось, чтобы зарубежный читатель, думая о России, либо говоря о России, представлял, как, собственно, Россия живет, как живет наша страна. Ведь состояние тюрем – это колоссальной важности показатель того, как страна живет и на каком уровне развития она находится. Если тюрьмы там в таком ужасающем состоянии, как наши, это же показатель того, где мы вообще и кто мы вообще. Мы по работе общаемся со многими, с организациями зарубежными, и мы понимаем, как устроены тюрьмы и в Германии, и в США, и во Франции. Конечно, тюрьма – это всегда плохо, тюрьма – это всегда вынужденная мера в отношении людей, но это необходимая мера. Да, всегда это должно быть. Но то, как само общество, то, как государство относится к людям, которые преступили закон, но находятся все равно в юрисдикции государства, остаются гражданами, либо не гражданами, но остаются на территории этого государства. Это огромной важности показатель вообще гуманистического потенциала общества, развития общества. То есть либо система направлена на то, чтобы работать с человеком, либо система направлена на то, чтобы его изолировать и уничтожить. Вот